drone overhead. Что там? God damn it. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the forests of Russia, not far from the front line, just behind the front line, and not far from the Ukrainian border. And we're going to be going farther, closer to the border, into combat with a Russian special drone team that is going to be engaging Ukrainian forces. And we're going to be showing you how the process works, exactly what they do, and everything in between. We're going into combat on the Russia-Ukraine border. It's going to be very dangerous, very hot, but we do it for you because regardless what side of this war you favor, you deserve to see information on both sides of the line. So we're bringing you what the Western mainstream media won't. They tell you to ignore this information, but I think you deserve more than what they're showing you. I don't have all the answers, I don't have all the information, but neither do they. Watch my reports and watch their reports. Educate yourself, think for yourself, get as much information before you make an opinion, regardless what that opinion is, which side. You deserve more. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Now we're going to be taking a four-wheeler into the front line and into combat. It's going to be really hairy, really dangerous, but hopefully we live through the day to keep bringing you more reports. Honestly, I'm scared shitless, but let's go. Можно представиться себя? Да, мой позывной Клим. И что будет сегодня? Сегодня будет, мы заведем вас на позиции, покажем, как работают наши пилоты, оптовое окно, воздушный ретрик, как бы все подробно покажем, расскажем, как поражаем цели, как находим их, вот, все расчеты покажем, всю работу. И там будет бой? Да, да, вы едете прямо на линию соприкосновения. И как далеко украинские войска будут? Я думаю, по картам где-то, ну это может метров 800 километров, вот так, уже это соприкосновение идет. Ага, будет опасно? Ну да, конечно. И как мы будем на квадроциклах туда? Да. Будем заезжать, также контролится небо, пока передвигается техника. Все контролится, вас привозят, встречают. Небо будет дрон? Да. Можем попасть там? Да, можете. Ну все под контролем. Как контроль? С вами бойцы подготовлены. С оружием или как? Да. Ага, понял. Все будет жить, да? Да, конечно. Хорошо. Жена будет обидеться, если нет. Нет, все четко будет. Все четко будет. Ага. И вы откуда? Я сам с Белгорода. Ага. Понял, недалеко, да? Да. Ага, понял. И вы бригад ветеран? Да. И что вы могу сказать за эту бригаду? Я только положительными эмоциями наполнен. Мне очень нравится в этой бригаде. Все устраивает. Все цели, которые нам ставят, мы их выполняем. Мы Россия, Путин, сила. Все, отлично. Спасибо большое. И вам спасибо. Он сейчас выйдет по рации, скажет, чтобы все позиции контролили небо, чтобы если полетит дрон, мы успели спрятаться. И контролировать. Как они будут контролировать? Если услышат, увидят, сразу передают информацию, чтобы мы могли спрятаться в укрытие. И что будет, если мы видим дрон, что мы будем стрелять? делать? Мы будем прятаться, а второй номер будет стрелять, потому что мы без оружия, а он с оружием. Мы просто спрыгиваем с квадрика и бежим в кусты. Ага, мы сделаем, что вы сделали, да? Да. Ага. Все, едем? Да. Вот с Богом.
птичку услышим, если вы, как я, делаете сразу, хорошо? Как вы сделали, мы сделали. Сразу в укрытие, за мной. Туда, да? Да, Ага. да. Ветки, чтобы не попало лопастью. Ага, тут опасно. Ну, не особо. Ага. И как далеко украинские войска? 3-2,5 километра. Ага. Вражеское оптоволокно залетело вот здесь вот прям вот. Полметра от земли, вот так оно прошло здесь. И просто улетает здесь, да? И вот оно разнесло вот это. Блиндаж. Никто не пострадал, ничего, но блиндажа все нету больше. Ага. И когда это был? Это неделю назад где-то, плюс-минус. Вот от блиндажа ничего не осталось. Вот работа оптоволокна. Вражеского, правда, но с нас копировали они. Можно вопрос? Вы же это дерево попал. Это как попал? Это прилет был, вот можно увидеть где-то здесь. Вон дерево, видишь, вот там. Оно попало, вот сломало, видишь? Вот Ага. так осколками посекло все. Это Это дерево. прилет, и Вот. осколки разлетаются Вот дерево, видишь, вот. и по деревьям. Вот бьет. оно, вот Ага. раз. Вот оно взорвалось вон там наверху. Ага. So они просто Он знают взорвался. вас здесь и И стреляют осколки здесь. разлетелись. Я туда куда-то стрелял, просто ну, не попал. Это украинский тоже, да? Не знаю. Сейчас узнаем. Это оттуда? Или нет? Это просто может Ваня где-то забиться, все. Okay, there's a drone overhead. Рыба, малышу. Есть информация по туче, на ДНХ вопрос. Очень... Там будет. О, Сломано? Конечно, вон туда его. Идем. доброе. Доброе. Патрик. Вот так и живем, брат. Uh-huh. Well, while we're waiting, we got invited down here to the bunker underground, have a cup of tea, and plus get a little out of danger. Спасибо. Есть там воткнуть? Можешь сказать, что это место? Кухня. Ну, это как кухня, как бы, вот, где мы кушаем, там, как бы, ну, вот там. Где жить? Комната отдыха. Да? Где жить? Не, где жить, это там, В соседнем. в другой стороне. Рядышком Ага. вот вправо. Вправо еще проход. И там Это вот просто вот так, вот, пообедать, покушать, там, позавтракать, пообедать, поужинать. А где мы спим, это, ну, в другую сторону. И как долго вы уже здесь? I mean, до ротации или как это? Вы долго жить здесь, в принципе? Месяца два тут, 3. Ну, да, точно мы сказать не можем. Ну, понял. Вот, Долго, военная да? тайна. Ну, Долго, так, да? вот пока здесь, на этом направлении. Это не как, нисколько не здесь, нисколько не дома. Вас долго, да, жить на передовой, да? Там мы постоянно в лесах, мы уже привыкли. она снимает. Он пролетит. Вон он пошел. Right above us. Это был прямо вверх мы, да? С украинской стороны туда. Это Здесь укра- и- да, да. Они вот как пытаться искать, где? Нет, он целенаправленно куда-то шел. А, Если искать, то они малик подвешивают. ага. Малик, который он висит и смотрит, приближает. Вот сейчас пойдете на позицию, покажите, они вам покажут, как малик работает. Он зависает и завис в одну сторону, раз, приблизил, посмотрел, развернулся, приблизил, посмотрел.
А, so это просто был как это, да? дрон Я полетел думал, на- это става там. Нет, это на задание он куда-то полетел конкретно. Что произошло? Воздух, воздух, FPV летит. Right now we can hear another. There's a third drone overhead. We're not sure if this is Russian or Ukrainian, but we're still waiting to move forward. Okay, it's passed. No, we hear it. Are you here? Yep. Well, alright, it's getting a little bit more active. Здравствуйте. Добрый день. Можно сказать, можно представить себя? Я Успеха Виктор Владимирович, 1964 года, 7 ноября. Ага, и что вы сделали здесь? Я доброволец корпуса, добровольческого корпуса. И, Защищаю свою родину. ну, извините, вы чуть-чуть много лет. Ну, я пока еще здоровье позволяет, не отстаю от других. Не подумал, может, пусть вы дома и молодое сделали. Почему вы здесь? Нет, ну, родину кому-то надо защищать. И молодым, и старым. От меня тоже пользы здесь очень много. И что твоя работа здесь? Моя обеспечение. И как обстановка? Ну, пока здесь нормально. Да? Более-менее по сравнению с другими местами. И как далеко плюс-минус украинские войска сейчас? Ну, 1,5-2 километра. Ага, понял. Активный? Не понял. Активный? Нет, здесь более-менее нет. Да? Они Да. сдерживают, мы сдерживаем. Очень интересно. Ну, а может, вы есть семья дома? Да, конечно. Ну, если хочешь, можно привет. Сын 18 лет, вот поступать решил в авиационный институт. Он будет видеть, наверное. So, папа нормально. Да. И что будет дальше вы? Ну, посмотрим, как будет сопротивление. Может закончится, а может не закончится. Будем продолжать. Пока какая-то сторона не выиграет. Но думаю, будем мы. Дрон бывает здесь? Да, очень часто. Ага. Понял. Ну хорошо, спасибо большое. Ага, не за что. All right, meet new people, interesting people here on the ground. We bring you everything we can. Like you said, we're about a kilometer and a half, 2 kilometers from the front. Now we're waiting on the command of our escort, you could say, for him to receive the command that it's clear for us to go forward. We're going to be going to, from what I understand, the point of zero, or at least a couple hundred meters from it. Don't know what's going to happen. We saw back behind us where a fiber optic unjammable drone came and destroyed one of the bunkers. So we're going to see what we can. We're going to do what we can to stay alive, bring you the information here on the front to show you how the real situation is and everything in between. So please like, share, subscribe. Now we're going to hopefully keep moving forward. Непосредственно ППЛАшники. Здравствуйте. Здравствуйте. Патрик. Рабочее место, наверное. Туда? Ага. Давай за ним проходить потом. Где? Туда? Ага. Вот, аккуратней. Ага. Вот. Здравствуйте. Патрик. Турбо. Как? Турбо. Турбо. Я оператор БПЛА ОДШБР ветерана.
Находимся мы сейчас в Курской области. А на позывной, Сумском. как тебя титровать просто? Позывной Турбо. Турбо, Находимся в Курской области на Сумском направлении. На данной позиции мы занимаемся разведкой, сбросами, ну, ищем противника и докладываем командованию о местах скопления и так далее. Мы в основном летаем на Mavic 3 Pro, Mavic 3T, ну и все компании DJI таких дронов. Иногда используем русские разработки, ну, периодически меняем их. Дистанция работы от километра до километров 12-13. Дальше работают уже разведывательные крылья и так далее. Круглосуточно. Основная задача — это поиск живой силы противника, техники, позиций, подвозы и так далее. Вообще всего перемещения противника на фронте. И именно отсюда, если считать до линии боевого соприкосновения, грубо говоря, она и здесь и есть. То есть тут до противника буквально до первых позиций километр-полтора максимум. Вот, там сидят штурмовые подразделения противника и так далее. Вот. А сюда прилетают, ну, каждый день и не по одному разу. Ну, они выбирают определенное время, допустим, после обеда там и так далее. Начинают обстрел плановый. Ну или если замечают передвижение наше. На данном участке превосходство за нами. Ну и потому что, грубо говоря, у нас сейчас идет, так сказать, бомбинтон в военном плане. Мы находим, кто быстрее найдет противника в плане других БПЛАшников противника, тот и победил. Вот, мы пока превосходим их в этом, мы уже отодвинули достаточно расчетов, то есть находим и пытаемся уничтожить их. А скажи, пожалуйста, а долго, ну вот, собственно говоря, вы работаете с БПЛА короткого, ну вот, да, близкого радиуса действия? Насколько да? долго в этой должности? Да, ну, нет, насколько долго вот позиция остается на одном месте, как часто приходится передвигаться? Это все зависит от того, как замаскирована позиция и ее функционал. Допустим, каждая позиция разная, разные дроны запускаются, и какие-то более обнаруживаемые, какие-то нет. Но в среднем, если считать летнее время, то позиция может достаточно долго держаться. До какого срока? До полгода, года, до месяца? Ну, полгода это уже, грубо говоря, серьезный срок. Это уже повезло. Уже дедушка практически, Да, позиция? да, так или переезжаем мы часто. позиция? Ну, из-за того, что или фронт двигается, линия боевого соприкосновения, нужно дальше летать. Или из-за того, что, да, нас самих обнаружили, нам нужно передвигаться в другое место. Что мы видим на экран сейчас? Сейчас мы летали на дальние позиции противника, где стоит артиллерия, стволки и так далее, Д-30, Д-20. Вот, пытаемся обнаружить и оптоволокном уже уничтожить эту технику. Это техник мы берем, это украинский, да? Что именно? Ну, когда только был чуть-чуть назад, был. Да, да, Ага. да, да. Это украинский рядом населенник. Пока что. И что будет сейчас? Сейчас будет обычный вылет по разведке. Будем искать позиции БПЛА противника, чтобы еще дальше их отодвигать, ну или уничтожать, как повезет. Ну, чисто вылетай. Да, я тебя принял работу. Я обратил внимание, что во время запуска ты видел картинку на пульте. И только после приличного подъема и отлетения дрона в сторону ты перевел картинку на экран. С чем это взаимосвязано? Да, это связано с тем, то, что сначала при взлете мы не запускаем трансляцию, так как, Бразилия, тепло чисто. чтобы избежать перехвата противником места взлета нашего БПЛА и нежелательного обнаружения нашей позиции.
после взлета, как мы отлетим на достаточное расстояние, мы уже даем трансляцию на штаб. Скажи, пожалуйста, а получается твой экран, который ты сейчас перед собой наблюдаешь, он транслируется в том числе и командованию, верно? Да, транслируется напрямую в командный штаб, причем без задержки. Прямая трансляция, стрим. То есть цели, которые ты обнаруживаешь, по сути дела, может обнаружить даже командование раньше, чем ты, да, если они там внимательно вдруг смотрят. Да, бывает такое, то, что оператор отвлекается на что-то другое и не замечает какую-то маленькую деталь. Нам иногда командование даже подсказывает, что там дрон прилетел вражеский или еще что-нибудь такое малозаметное. То есть... Возвращаемся, да, и пытаемся найти его дальше. То есть тебе, по сути дела, не нужно описывать, что ты видишь, как ты видишь. Командование само уже, прям видя картинку, принимает решение, что с этим делать дальше, правильно? В основном, да, так и происходит. Бывают моменты, когда все равно с дрона качество картинки лучше, чем ведя трансляцию. Иногда нужно описывать, что я вижу. Если это какая-то маленькая деталь, допустим, Starlink вражеский или еще что-то, там у них качество портится. Поэтому нужно периодически описывать, что я вижу. Ну, в основном они сами принимают решения моментально и уже что-то с этим делают, наводят артиллерию или запускают FPV. Так, что сейчас происходит? Сейчас мы выключили стрим, трансляцию в штаб. Летим на место взлета, в посадку. Закончили разведку, потому что нужна смена батареи. Далее работает уже очередной следующий расчет наш. Мы это называем каруселью, так сказать. Работает 3 расчета, идет непрерывная картинка на штаб. И чтобы было круглосуточное наблюдение противника. Также и ночью все работает. Через сколько времени ты вновь включишься в работу? Все по очереди. Сначала вылетит первый расчет, потом второй, и я уже третий вылетаю. Вот так вот. По кругу идем. Ну, грубо говоря, на перекур время будет, или ты прям вот вообще не покидаешь место? Сейчас мы летаем, да, в 3 расчета в каруселью. Иногда есть отдельные задачи каждому расчету. Но именно сейчас есть, да, время для отдыха, для перекура. Полчаса, 40 минут где-то в этом районе. Это уже обратно, да? Да, надо его сейчас переобуть. Замену батареи. Повторно. Так, скажи, пожалуйста, что ты сейчас уже сделал? Сейчас мы взлетели на двойной батарейке и полетим корректировать работу артиллерии по противнику. В чем необходимость двойного именно аккумулятора? Двойной аккумулятор нужен для того, чтобы не было застоя артиллерии на открытом месте. И чтобы за один полет откорректировать полностью работу, чтобы артиллерия вовремя замаскировалась и не была обнаружена противником. Тебе известно, какая цель обнаружена? Это техника, живая сила противника или просто беспокоящий огонь? Что это? Это сейчас будет беспокоящий огонь по предположительному месту скопления противника. All right, so what's happening now is he's flying the drone to a location where they will be able to observe the impacts of the Russian artillery on the Ukrainian positions and tell the firing batteries how far they missed or whether they're on target and how many degrees to adjust their firing. Alright, so the firing has started. Да, это уже начало, да? Да, уже работает. Это украинские позиции. Да. Идет работа артиллерии. Положительно Д-30. Тут даже работа идет так, что я даю просто трансляцию картинки, и она передается уже артиллеристам. Они тоже смотрят прямую трансляцию, и, соответственно, им
виднее, как откорректировать цель по-правильному. И они уже производят свои расчеты и направляют. И на командный пункт, да? На командный пункт, на расчет артиллерии, вообще на все боевые единицы в нашем подразделении. Okay, so it's every time the war process is changing. Before we've seen it where they called in and actually adjust the artillery themselves, the operators, but here they're just basically relaying the image to the commanders and to the actual artillery batteries themselves. And the artillery batteries are adjusting with the assistance of the commanders in the command center. Заканчивается батарея, нужно идти на замену. Подменит меня в работе второй расчет, чтобы была беспрерывная картинка. И он уже доработает с артиллерией. И все. Можете сказать, что результат был это обстрел? Ну еще он идет, обстрел. Результат беспокоящий огонь. Выполнил, в принципе, свои задачи. Со своей задачей справились. И целый день будет как это, да? Работа? Да. Да, с периодичностью, как обнаружится противник, и опять беспокоящий огонь. Так сказать. All right, so we bring you everything as it comes. As you see, it didn't turn out exactly what we expected, but we're going to wrap up this report here and move on to the next location. We're told there's going to be kamikaze drones and other Russian special equipment, and we're going to be documenting everything for you. So remember, regardless what side of this conflict you favor, information needs to be seen on both sides. I mean, there's no reason to close off information just because you don't agree with it. People should be able to see things on the Russian side, on the Ukrainian side, on every side of every conflict. I bring you something you're not going to see in the Western mainstream media. Why? Because they don't want you to see it, because it might change what you're thinking about the situation, or it might not. But I think you deserve more, and I'm going to continue on to keep showing you what they're not going to show you, what they're hiding from you, because I think you deserve more. Please like, share, subscribe. Remember, I'm an independent crowdfunding journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Remember, also, go subscribe to my Substack link. It's in the pinned comments below. And a lot more of my journalism comes out there, deep dive articles, so on and so forth. So now we're going to go on to the next military position and continue on to show you the real combat here on the ground, because no one else is. That's why I do it for you. I risk my life on a daily basis for you to show the world what's really happening, what no one else is showing. Let's show the world together. We're out. Что там? Не шевелитесь, а шевелешь видно. Когда стоишь, не двигаешься, оно не видно. Ты украинский? Неизвестно. Вроде похоже, да, вражеский. Сейчас мы остановились, а в небе... Holy shit. Whoa. Shit. God damn it. Whoa.